Итак, очень необычный случай. Я еду с утра на йогу. Такого давно не бывало. На самом деле, такое бывало только раз за 1,5 года на Бали, поэтому сижусь, гоню. Сейчас вам все покажу. Ну все, я добралась по новой дороге. Воркхат, 2 часа йоги. Ой, если что, мои йоги все по полчаса длятся, максимум до полчаса. Это жестко. Соберутся в центре, переплетая правое предплечье и левое, собираем Гаруду. Контролируя правое колено, мы не теряем угол 90 градусов вдох. И на выдохе разворот корпуса вправо, и наклон плечами тянемся вниз. В комфортном вытяжении остаемся. Плавно возвращаемся. Андес колен. А вдох, собака морды. Выдох. С вдохом левая стопа, широкий мах назад и вверх. Раз. Толкайте бедра назад. Выдох. 2. Правую кисть руки положите на затылок. И делая вдох, расправьте здесь. Раскройте грудь. Выдох. Доброе утро. Это было тяжело. Но вот потом такая была шавасана, что... Я после села в маты. Так, у нас наконец-то завтрак. Эта женщина меня сегодня просто убила. Я парочку раз тебя ненавидела. Просто такая, типа, да, блядь, сколько можно. Сколько можно уже этих чатуранг. Что это такое? Одному богу известно, что это такое. Вообще, как я уже говорила, я готовлю дома, потому что у меня, во-первых, аллергия на глютен, и я просто не могу постоянно питаться в кафешках, потому что там не уследить за этим. Ну и во-вторых, это действительно, хоть все и говорят, что дешевле есть в кафешках, но на самом деле на долгую перспективу вообще это не так, я здесь не согласна. И готовить дома дешевле. Но в целом это нормально, как бы.
когда ты просто живешь свою жизнь, готовить дома какую-то нормальную еду, без соусов, без масел, вот тех, которые добавляют в кафе. В общем, я вот за такой подход. Нормальное мясо, только замороженное, и я что-то боюсь здесь свежую курицу покупать. Когда я покупаю фрипит и что-то такое, оно всегда не очень свеженькое, я бы так сказала. Очень много молочки, ну как много, не как в России, конечно, но по качеству она, конечно, вся не очень. Я чисто вот только мелкап покупаю, хотя мне сегодня подсказали, где еще можно достать творог. Hello. Hello. Yes. Yeah. Okay. И на моей улице была найдена вот такая красота, что я даже не удержалась, поставила байк и пошла все это снимать. Посмотрите, какая игра света, цвета, просто обожаю. Я сегодня вышла в 9 часов утра на йогу, потом мы встречались с подругой, обсуждали наши бизнесы, и что-то я, короче, прям ушаталась, и вот времени 16:30, я только приехала домой, немножечко устала. Еще заезжала за едой, сейчас хочу показать вам, что я, собственно, купила примерно на, ну, короче, до 3500, наверное, 3300, как-то так. Сейчас очень хороший курс рубля к рупии, и, собственно, шикуем, так сказать. Вот. Что у нас тут по базе? Вообще, обычно это такой моя стандартная продуктовая корзина. Ничего такого великолепного нет, ничего такого необычного нет. Яйца, они где-то стоят около там 100 с чем-то рублей. Потом я покупаю зелень и считаю, что вообще без зелени не может состояться ни один прием пищи. Я обычно покупаю другую зелень, где очень много разных видов, там и салат, и латук, и всякое такое. Но ничего не было, поэтому вот у нас вот такой вот вариантик. Это просто китайская капуста. Я люблю лук. Я ем лук вообще всегда. И чаще всего покупаю зелененькие. Мне кажется, любой салатик, он просто превращает, любые бутеры, салатик, вообще все превращает в что-то очень вкусное. Что у нас еще? Овощей тоже особенно не было. Я уже поленилась. Что, испорчено? Блять. Короче, я обычно заезжаю просто в маркет на улице, но сегодня у меня просто не было уже сил. Завтра, послезавтра сгоняю и куплю себе много овощей по дешевке. Конечно же, 2 бутылочки Кока-Колы. Я стала пить колу на Бали, не знаю почему. Кола Zero, естественно, потому что, мне кажется, обычная кола очень сильно сладкая. Почему здесь начала пить колу, хотя раньше очень жестко хейтила своего молодого человека за то, что он вообще ее покупает. Сейчас я пью ее каждый день. Если пить колу со льдом и с лаймом, это просто разъеб. Дальше, что у нас тут? Из ништячков есть еще орехи. Я покупаю обыкновенный арахис сырой и покупаю сырой Элмонд, миндаль. Оливки. Кстати, ничего, неплохие. Но если честно, после турецких оливок, которые я пробовала, ела каждый день в Турции, которые продаются на развес, это, конечно, просто жалкое подобие. Сыр. Без сыра я тоже не могу жить. И сейчас стала покупать еще крем-чиз. Тоже постоянно его ем. Сегодня хочу сделать спринг-роллы. Соответственно, крем-чиз нужен. Не могу жить без туны консервированной, потому что когда совсем ничего не хочется готовить, это вообще лучший вариант. Бля, опять забыла микрофон надеть. Ну, ёбаный в рот. Я не буду ничего переснимать. Короче,
Когда нечего есть, это и в салат, это и с макаронами, и с салатом. Это можно как-то приготовить с луком, с лучком и помидорками. Короче, понятно, что столько тунца есть нельзя, там типа говорят тяжелые металлы, но иногда жизнь вынуждает. Из мясного я еще покупаю chicken breast. Как уже сказала, покупаю в замороженном виде. Она как-то так больше у меня вызывает доверие, потому что все, что продается типа свежее здесь, каждый раз не очень свежее. Даже в том же Пепито, в котором типа все самое лучшее. Картофан. И я обожаю кокосовое молоко, оно вообще 24% на самом деле, это даже кокосовые сливки. Это источник жиров полезных, я добавляю в кофе и иногда ем с творогом. Ну, я считаю, что это недорого. С орехами, с сырами здесь молочка достаточно дорогая, дороже, чем в России. В общем, это нормальный прайс, я довольна, что я закупилась едой, потому что если в моем доме нет еды, мне очень неуютно и кажется, что что-то не так. Какое красивое платье вообще. Я почему-то такие платья не ношу, но вот конкретно это мне очень понравилось. Здесь очень чувствуется цивилизация. Если, конечно, под цивилизацией подразумевать культуру потребления, потому что мне уже хочется вообще купить все. Я зашла в пару магазинов, все, я как ребенок в магазине игрушек, мне все хочется. Но единственный магазин, в который я пойду, это вот туда, вот сейчас покажу, это Flying Tiger, где можно купить для дома всякие штучки и сильно не потратиться, что очень важно. Вот такой вот классный магазин, вот вы видите, да, он похож на наши всякие мини-со, но здесь можно реально качественные, прикольные штучки найти. Я уже вижу что-то розовенькое, пойду смотреть. From the first moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. I didn't want to waste no time. What's something I can do for Есть еще вот такой вот симпатичный. Что-то вся вот маленькая такая вот, как будто бы ненужная хуйня, но очень нужная. Но самое здесь классное — это блокноты. Я вообще на самом деле никогда не видела такого количества крутых блокнотов. И они, музыка орёт. И они крутые не только по дизайну, но у них, знаете, бумага гладкая, разлиновка прикольная. Типа очень просто, но очень стильно. Ничего лишнего. И вот у тебя на неделю распределяется. Просто идеально. Вот такой вот еще есть. Проверила звук, ужасный звук. Ребят, извините, у меня сел наушник, поэтому буду показывать вот так вот. Что мы еще здесь имеем? Какая-то вот такая вот штучка, лот номер 2. Weekly Planner. Я такое, кстати, люблю. Вот тык-тык-тык-тык, что можно сделать. Но я и так уже свой разлиновала так. Что еще у нас есть? Вот такие прекрасные блокнотики. С розовой линовкой. Я просто обожаю. Ну, это правда. Я, наверное, даже, когда полечу в Россию, прям куплю всем девчонкам какие-то тетрадки, блокноты. Мне даже, если честно, пофиг, если они ими не будут пользоваться. Вот. Есть вот такие вот закладки. Смотрите, какие прикольные. У меня есть такой наборчик, но я все-таки люблю бумажные всякие открытки в книжки засовывать. Что еще? Есть вот какие-то вот такие, маркет-лист.
Кстати, по-моему, на холодильник прилепляется. Прикольно, да? Жалко, что у меня холодильник везде стоит где-то, и это не подойдет. Всякие вот такие вот ручки. Круто. Self-care journal. Давайте посмотрим, что там. Во-первых, какой-то кармашек с чем-то You matter. Прикольно. Вот как это можно придумать? Find balance. Что еще? Embrace peace. Embrace, I don't know what is this. Сейчас, вау. Блин, последняя, вот и последняя. Choose joy. Окей. Блин, прикольно, да? Вот у тебя есть такой вот кармашек. И дальше смотрим. Self-care. Daily intentions. Типа, что ты собираешься делать, там, завтрашние цели, за что я благодарна и так далее. И вот у тебя вот так вот ты расписываешь каждый день. The Week's Focus, тоже прикольно. Я люблю такие темы, меня они, правда, немножко дисциплинируют. Recipes. Серьезно? Реально, прикиньте. Number, название рецепта и как это все готовить. Это очень мило. Я не знаю, для кого это, но это очень мило. А вот больше всего я люблю вот такие вот блокноты, у которых как бы тоненькая обложка. Видите, они немножечко так загибаются. Блин, боже, это просто потрясающе. А ленточка, это просто потрясающий блокнот. Я не знаю, сколько он стоит. Стоит он 90 умножить на, кажется, 400 рублей он стоит. Короче, если вы на Бали, то Flying Tiger, я не знаю, есть ли он где-то в других местах, это прям потрясающий магазин для того, чтобы купить какие-то подарки. Я считаю, что очень круто. Ну вот от этого я, наверное, не смогу отказаться. Он маленький. Write and work. Напиши и сожги. Бля. Вы видите это? What are you most grateful for in life? Ну что ты больше всего благодарна за своей жизни? What are your biggest regret? Какое у тебя самое большое сожаление? What are your greatest achievement? Какое большое самое достижение? И что, разные вопросы здесь? Да, прикиньте, это просто книжечка с разными вопросами. Чисто на порефлексировать. Блин, берем. Вот это подсвечник. Вазочки, вот вазочка. Все, вот такая вазочка. Это пилки для ногтей. Просто. Боже, я вам сейчас покажу. Здесь новые появились. Я их еще не видела. Секундочку. Лот номер 1. Очень красиво. Очень красиво. Что мне в нем писать? Мне уже куча блокнотов. Я не знаю, что в них уже писать. Короче, не успела я ничего купить, потому что мы опаздываем на «Дьявол носит Прада 2». И отгадайте, сколько здесь стоит поход в фильм в IMAX? Что-то около 450 рублей. Hello. Ой, такой лакшери вообще, смотрите. Цвет, который я люблю. Вот правда уваливается. I didn't want to waste no time. What's something I can do for you, darling? Отгадайте, кто это сделал. Я просто просыпала весь попкорн. Просто жесть. I'll bring you flowers, girl. Enough to see for miles. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter. Sudah lama tinggal di sini. Nasib kerjaan kita.
fly too close to the sun. did fly too close It did, to the and he fried. Я ничего не понимаю. Просто 30%. В общем, это был, наверное, это был второй в моей жизни фильм на английском языке и без английских субтитров. Я, конечно, говорю на английском, да, и как-то уже более-менее понимаю, но все-таки, когда нет вот этого письменного чего-то, очень сложно. Я поняла суть, но прикол «Дьявол носит Прада» в том, что там очень много шуток, прикольных таких, саркастичных. И, конечно же, я вообще didn't get it at all. И немножечко обидно, и, наверное, я все равно его пересмотрю еще на русском, может, не на русском, а с русскими субтитрами, или хотя бы с английским. Кстати, с английскими субтитрами хорошая идея. Вот. Но экспириенс неплохой. Сейчас я сидела и просто на свободном таком английском разговаривала за ужином, потому что реально он импровится. Я не знаю, как каким образом, но как происходит. Вот, а фильм классный, мне понравился. Во-первых, мне показалось, что он прям такой же, как старый фильм, на таком же вайбе абсолютно. А второй момент, что все что-то хейтили картинку, она на самом деле очень даже неплохая. История тоже в стиле «Дьявол носит Прада». Актеры выглядят потрясающе. В общем, я рекомендую. Так, я пришла вам рассказать про мой книжный клуб, потому что это, конечно же, большая часть моей жизни сейчас. И благодаря этому я стала, мне кажется, еще больше читать, поэтому рассказываю. У меня есть женское комьюнити, закрытый клуб, в котором есть как бы подклуб, книжный клуб. Я всегда мечтала о том, чтобы у меня был свой книжный клуб. У меня даже был опыт проведения книжного клуба офлайн в Москве. Мы тогда читали «На краю земли», «Кафе на краю земли», так называется книга, и пришло даже, по-моему, 4 человека, пообсуждали, но как-то дальше у меня это не пошло, потому что, вот такие вот физические встречи требуют от меня очень много энергии, и я не вывожу. И когда я создавала свой клуб, я поняла, что там мы точно будем там читать. Это одна из моих миссий — продвигать чтение. Я по-другому это не вижу. И вот получается, за 5 месяцев клуба мы прочитали уже 5 книг. Я сейчас быстренько пройдусь, не буду останавливаться на всех, остановлюсь только на последней. Ради нее, собственно, это видео и записываю. Первая книга мы читали Пауло Коэльо. Она очень круто зашла в тему месяца, и иногда я тему книги я подбираю под тему месяца, а иногда это что-то рандомное, чтобы разгрузить голову. Так вот, мы начали с «Алхимика». Как бы его не хейтили, как бы про него плохо не говорили, вот видите, да, это только одна часть, мне кажется, меньше половины книги, и сколько в ней заметок. Я считаю, что эту книгу нужно читать каждому человеку раз примерно в 2 года, чтобы вспоминать, зачем мы вообще на этой земле появились и как идти своим путем. Вторая книга была мощная, так сказать. Я так боялась, что она не зайдет. Это Ирвин Ялом «Когда Ницше плакал». Это одна из лучших книг, которые я читала. Она очень глубокая. Господи, какая же она глубокая, какая же она точная по описанию. Здесь про страх смерти, опять же, про поиск своего пути. Я даже не знаю, как вам объяснить, но если вы не читали «Когда Ницше плакал», обязательно читайте. В марте мы читали Моэма «Театр». Нам нужно было разгрузить голову после Ялома, потому что, это было как бы так, не всем просто давалось, и так мозговыносяще. Театр был достаточно простой, мне, естественно, не хватило глубины, и что-то, если честно, мне вот такие простые книги уже неинтересно читать. Даже раньше я прям, любила там одна сложная, следом идет простая, то есть чередовать. Сейчас, мне кажется, мне прям вот не хватает. Я как будто по поверхности прошлась, и чё? Мне вот это легкое чтиво уже не заходит. Но при этом мы в книжном клубе ее, конечно, просто на косточки разобрали. Очень нашли много там посланий от автора. И чем мне нравится вот такое обсуждение в клубе, тем, что каждый видит своя интерпретация, все этим делятся, и получается, что мы намного глубже погружаемся в книги, чем я это делаю одна. Точнее, не так. Я тоже глубоко погружаюсь, но когда ты видишь другие точки зрения, ты такой: вау,
а вот это вот могло быть так. Мы же не знаем на самом деле, чего хотел сказать автор. Это наши интерпретации. А третья книга была книга Ремарка «Три товарища». На самом деле она не всем зашла, и мы очень долго ей сопротивлялись. Несколько человек дошли, я еще, по-моему, 3 человека до конца, провели эфир. Боже, мы нашли в ней столько глубины, господи. Она читается, как, знаете, такая рутинная книга. По факту в ней ничего не происходит. Но при этом мы нашли так много параллелей с тем, что мы сейчас проживаем, потому что это книга про потерянное поколение. Собственно, про нас. В каждом, мне кажется, мы так чередуемся, да, поколениями. И сейчас как раз такое время, когда многие идеалы потеряны, ориентира нет, куда двигаться непонятно, кто-то сверху разрушает наши жизни. Вот. Ну и последней книгой в нашем книжном клубе был Михаил Юрьевич Лермонтов, герой нашего времени. Посмотрите, какое издание я нашла на Бали. Мне прям так было приятно, я так обожаю старые книги. Новые книги я тоже обожаю. Я считаю, что одна из моих миссий – продвигать классику. Я считаю, что классика – это венец литературного искусства, русская классика, я имею в виду. Большинство людей не понимают, какая награда в том, что мы русские, и мы понимаем русскую литературу классическую в оригинале, что мы можем читать не только то, что тут написано, а мы понимаем, что автор хотел сказать между строк, а это куда важнее вообще общего сюжета. Плюс мы понимаем все отсылки, все саркастические шутки, которые указывают на то, вообще, из чего состоит человек, из чего состоит русская душа. В общем, я русскую классику обожаю, я знаю, что у очень многих стоит запрет со школы, потому что тогда такую литературу очень сложно читать было. Но я надеюсь, что хотя бы у девчонок в моем клубе настроение на эту тему поменяется. И многие меня благодарили, что вернула я их в школьную литературу, и что она вообще абсолютно по-другому дается. И что? Мы читали, конечно же, «Герой нашего времени». Я взяла ее, потому что она читается легко, она небольшая. Мне кажется, знакомство с русской классикой, повторное знакомство с русской классикой лучше начинать с чего-то попроще, точно не с Достоевского. И что? При обсуждении «Героя нашего времени» это был вообще просто разъеб. Мы начали с Печорина, закончили за упокой патриархата. Нас очень сильно возмутило отношение к женщине в этой книге. Это на самом деле прослеживается вообще во всей литературе и в наше время. Но здесь, так как описывается Кавказ, что-то прям совсем это задевало. Плюс Печорин, он как бы такой товарищ очень деструктивный, и это еще более усиливало наше отвращение к патриархальной системе. Слава богу, мы живем в то время, когда женщины начали просыпаться, поняли, что на самом деле все то, что нам говорили о том, какими мы должны быть, что мы должны делать, сколько в нас силы, это просто лишь происки патриархата, не более. И что на самом деле вся сила заключается в женщине. Я надеюсь, вы это знаете. Я могу даже на самом деле отдельное видео на эту тему записать, потому что меня с нее жестко разъебывает. Я считаю, что через несколько столетий в мире будет матриархат, потому что даже мужчины начали сейчас просыпаться и понимают, что женщина – это сила, но это не та сила, которая есть в мужчине, это сила другая. Она за равность, она за поддержку, она за защиту. А мужская сила, мы знаем, да, про что она. Вот, короче, что у нас такое Печорин? Печорин – классический нарцисс, разочаровавшийся во всех идеалах, разочаровавшийся в добродетели, потому что он пробовал быть добрым, его не поняли, не приняли, обхаяли. Он решил быть злым. Он доверял людям, они его предавали, он решил не доверять. И в итоге получается такое покалеченное существо, покалеченный человек, который очень хорошо образован, который
на самом деле глубоко чувствует людей, ну, либо он настолько нарцисс, нарциссы же не могут чувствовать людей, они лишь считывают, они, точнее, не могут чувствовать эмоции, они считывают их и подделывают. Вот непонятно. Либо все-таки он, ну, однозначно Печорин глубоко несчастный человек, который очень хочет быть счастливым, но как будто бы он опередил свое время в своем образовании, в своем восприятии мира, и здесь ему просто не место. И единственное, что он делает, он пытается найти хоть какое-то, развлечение в этом бренном мире. При этом он знает наперед исход всех событий. Он знает, как поведут себя люди. Он всегда надеется на лучшее, например, как с Грушницким, который мог отказаться от дуэли, но не отказался. Но он, как знаете, дьявол, знает, что на самом деле человек очень уязвим. То, как он обращается с женщинами, честно, не знаю. Тут наше мнение в книжном клубе разделилось. Он, конечно, просто ублюдок, уебок. Там, например, с Беллой он вообще очень плохо поступил, как с игрушкой. Но если говорить про княжну Мэри, он обо всем предупреждал, он не строил из себя кого-то другого. Но это наивное сердце княжны Мэри, конечно, очень хотело деструктивчика, и поэтому туда, в общем, влипло. В общем, очень много мы обсуждали, что его и жаль, но его поступки некоторые, точнее, все его поступки заканчивались трагедиями в жизни других людей. Он даже сам писал, что неужели я пришел в этот мир, чтобы быть таким третьим лицом, третьим героем, который разрушает жизни людей. Куда бы он ни приходил, даже, например, в рассказе «Тамань» он застал контрабандистов, просто за несколько дней заехал в какой-то богом забытый городок, застукал там контрабандистов и испортил им их жизнь. Да? Почему? Он приходит и разрушает. Я же за себя скажу, что так как я очень долгое время, наверное, и сейчас эта зависимость у меня все равно проявляется, у меня есть зависимость от эмоций сильных. Мы это даже разбирали на терапии, поэтому я их везде раньше искала, где бы подобрать, где бы чувствовать больше, ярче. Это, собственно, проявление деструктива, я это не отрицаю. В какой-то момент я решила, что я не хочу больше вестись вот на эту зависимость. Она трансформировалась в зависимость от рилсов, видимо. Просто залипаю жестко, это ужасно. И, конечно же, мне нравятся такие личности, как Печорин. Нездоровые, которые дают огромный спектр эмоций. И у меня, собственно, был бывший муж такой. Буквально Печорин, но только наркоман. Блядь. И, конечно, когда я читаю о таких характерах в книге, меня прям так... Я бы хотела хоть на него одним глазком взглянуть, наверное, он еще такой красивый, но он вообще красиво описывается. Вот, но, слава богу, я уже готова проживать эти деструктивные эмоции только в книгах или в сериалах. В жизни уже, блядь, увольте, нет, я не хочу, спасибо. Я как-нибудь на здоровом поживу. Пускай это скучно, пускай мне иногда экшена не хватает, но, слава богу, 7 лет терапии прошли не зря, и теперь я уже не ищу в реальной жизни деструктива. Он у меня вот здесь вот проживается, а мозг, как вы знаете, не понимает, когда у нас воображение разыгрывается, и он проживает эмоции, связанные с воображением, либо это в реальной жизни происходит. Поэтому он свою порцию деструктивчика получает, собственно. И если вы такие же, если у вас есть зависимость, хочется драмы какой-то в жизни иногда, вот, пожалуйста, герой нашего времени Михаил Юрьевич Лермонтов написал эту книгу в 25 лет, 26 он уже умер. И очень, конечно же, удивление большое, что 25 лет человек еще в те времена написал такой потрясающий портрет бэд-боя, который покорял женские сердца. И не только, на самом деле, женские сердца. Но, в принципе, нарциссы покоряют всех. Вот. Я считаю, что это очень впечатляет, что мы такие классные произведения читаем,
Мне говорят, что я очень круто подбираю книги. Понятно, что всегда находятся те, кому не заходит книга месяца. Ну, блядь, всем мил не будешь, так сказать. И единственное, что я еще ни разу не брала книги, которые я до этого не читала. Потому что все-таки мне хочется понимать, да, что какой-то хотя бы контекст, чтобы зайдет, не зайдет. И получается, что я всегда читаю книгу месяца, параллельно читаю 2 своих. И, получается, что где-то 2-3 книги в месяц я читаю. В общем, так вот. Приходите в мой книжный клуб. Мы выехали в Ману. Амширин. Начался, блядь, дождь. Никакой маны сегодня. Я, блядь, зачем собиралась? Посмотрите просто. Мы промокли насквозь. Вернулись обратно. Я хотела снять красивый контент. Не, мы все-таки решили, поехать. Дождь закончился и, похуй. Есть вероятность, что через буквально несколько минут начнется дождь снова, но мы хотя бы попытаемся. Короче, Мана — это просто очень прикольное место. Не знаю, надеюсь, я хорошо выгляжу, потому что мои волосы просто пришли в негодность за это время, и меня это бесит, потому что у нас дождь на улице. В общем, Мана — это место, где как бы не клуб, где еще уже все нажрались, а это такой, типа, барчик, на Сансет все приезжают, очень все красиво. Можно просто, вы знаете, отвести душу и разодеться, как ты хочешь. Очень много красивых мужчин и женщин. Вот. Ну, в общем, атмосфера прям топчик. Я люблю это. На самом деле мы только делали вид, что нам весело этим вечером. Даже в глаза друг другу с Афганом не смотрели, потому что это был последний вечер наш в качестве пары. И вот буквально сразу после этой вечеринки и ужина Афган улетел в Турцию, и мы больше не пара. Такая вот грустная история. Imagine the country that making me